Реальность. И с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. Сегодня у нас такая тема своеобразная. Это тема страха, смерти. Все страхи уходят корнями в страх смерти, если глубоко покопать. А отношение к смерти – это лакмусовая бумажка нашего отношения к жизни и расширенности нашего сознания. Повышая свои вибрации, мы, в принципе, трансформируем очень сильно не только отношение к жизни, но и отношение к смерти. Я хочу вам сказать, сегодня очень важный момент. Это особое время мы сейчас переживаем. 8-й месяц, он вообще такой. В этом смысле на переоценку ценностей очень тянет. Мы сейчас прорабатываем 8-ю чакру, которая отвечает за перерождение, за колесо сансары, за перевоплощение. Много там за что. Но в том числе за вопросы жизни и смерти. То есть когда человека отключают от 8-го энергоцентра, который, к слову сказать, находится у нас под стопами в земле, то заканчивается его воплощение, и он перевоплощается, перерождается, уходит на реинкарнацию. Поэтому самое время задуматься и осознать, что для нас смерть, потому что перед ликом смерти все меркнет. Все меркнет, но все тускнет, все то, что неважное, становится действительно неважным, а на поверхность выходят, в общем-то, самые важные, самые такие настоящие истинные ценности нашей души. Я думаю, что вы согласитесь со мной. И очень хорошая есть такая у меня терапия смертью, терапия 13-м арканом смерти. Когда можно очень быстро исцелить человека любого от депрессии, страхов, какой-то там, всего, чувства вины там и так далее. Считанные секунды, если только дать ему почувствовать, что, в принципе, вот что он находится в любой момент, точнее, он может умереть. То есть если человек поставит себя в это состояние, то моментально в его голове все выравнивается, все по полочкам раскладывается. И, в принципе, ни лишних слов не тратя, можно, в принципе, его привести в чувство очень быстро. Не раз я эту терапию проводила. Можно в красках и с юмором, и с не очень большим юмором, но рассказывать об этом. Есть что вспомнить, честно говоря. И всегда это было успешно, всегда это было очень, так, знаете, наглядно. Поэтому я решила, что сейчас будет для нас очень наглядно и терапевтично поработать с нашими страхами, с любыми страхами. Если вы правда осознаете, что любой ваш страх уходит корнями в страх смерти, главное, чтобы вы это искренне осознавали, а не просто верили мне на слово, я всегда готова это доказать. То есть любой страх я могу, в принципе, свернуть, скрутить до уровня смерти, страха смерти. Если вы не нуждаетесь в таких доказательствах, то вы понимаете, что сегодня мы можем провести терапию, выгрузку любого страха. Посмотрим сейчас на ваши отношения к смерти и попробуем через призму этого отношения выстроить правильное отношение с жизнью, поскольку жизнь и смерть – это один единый процесс, один и тот же канал. Это только в дуальности, у нас есть понятие жизнь и смерть, а в принципе это просто канал перерождения и трансформации.
Так, ну, кажется, я все выложила. Значит, давайте смотреть. У нас с вами 4 дракона, как обычно. Не знаю, нравятся вам, не нравятся мои драконы. Напишите под этим видео, нравятся ли вам дракончики. Или вы уже хотите что-то другое. Вот такие у нас 4 дракона. Выбирайте свою позицию. Пока вы выбираете, я вам покажу, что пока идет просто из потока на тему смерти, страха смерти. Геба и Альгиз. Смотрите. Двойственное такое отношение. С одной стороны, это естественный процесс, с другой стороны, всячески стремимся его отодвинуть и избежать. То есть здесь в данном случае это некая развилка. Вот в сознании человека как будто бы есть некая грань, она действительно есть, причем, в принципе, на подсознании нам известна дата нашей смерти. И, в принципе, очень многие люди чувствуют приближение смерти. И вот здесь вот как раз идет про то, что человек, с одной стороны, он чувствует, а с другой стороны, знать не хочет. И вот эта вот двойственность, эта грань как раз, которая как бы говорит да-да-да, но нет. Ну не сегодня, не сейчас, я не хочу туда смотреть, в эту сторону. Это некое отношение такое, знаете, нецелостное. Это отношение, связанное с тем, что я принимаю только частично это. Но на самом деле нет. Я не хочу туда смотреть, я не хочу об этом думать. Здесь очень ярко виден этот страх. И еще здесь очень ярко видно эгоистическое отношение к жизни и к смерти, как просто к взаимосвязи с другими людьми. То есть как будто бы смерть воспринимается в основном через призму любви и взаимоотношений. Ну, например, мне нужно жить, потому что на кого же я там оставлю своих родственников? Или наоборот, на кого же ты нас оставил, как же мы без тебя? То есть вот это вот состояние, когда мы уже не вместе. Хорошо бы это состояние изменить. Как будто бы, знаете, да, мы все вот это слышали, что у Бога все живы, перед, как бы нету этого состояния, нет этого понятия, но здесь вот фонит очень одиночество, какое-то состояние такое. 8-й аркан кармическая справедливость. Говорит сам за себя, как бы подтверждая то, что действительно 8-я чакра – это кармическая чакра, это чакра перерождений. 8-й месяц – это то же самое время, чтобы поработать с этими страхами, чтобы задуматься над этим, чтобы выстроить правильные взаимоотношения со смертью. У меня о смерти есть эфиры, можете посмотреть на моем канале. Я считаю, что темы смерти избегать не надо, это не здраво и не здорово. А как раз-таки нужно говорить об этом, нужно менять свои отношения, потому что именно отношение к жизни у вас будет меняться через эту призму. Вот смотрите, фея роста. Фея роста – это то, о чем я говорила, что наши отношения зависят от уровня, от точки сборки нашего сознания, от нашей взрослости. Да? И по мере того, как мы растем и развиваемся, отношение к смерти тоже меняется. Я не могу сказать, что оно там лучше, радостнее или веселей. Но реально мы можем на определенном уровне сознания осознавать это как некий дар, подарок. То есть вот здесь тоже, смотрите, дар привлекательности. Это, знаете, про то, что смерть окутана неким романтизмом. И она, в принципе, этот романтизм необходим, чтобы убрать вот эту драму. В основном романтизмом она окутана у молодых людей, да, а у взрослых людей, у более старшего поколения, конечно же, она уже в других тонах, в других каких-то оттенках, больше со страхом, больше связана со страданиями и так далее. Вот такой аркан доверия, ощущение, да, освобождения, раскрытия и так далее. Вот здесь вот какое-то ощущение маняще отталкивающее, да.
у этой темы. И манит, и отталкивает. Двойственная достаточно ситуация. Туз воды. Смотрите, вообще тема смерти – это тема воды. Это энергетика водная, и 13-й аркан смерти – это тоже водная энергетика. Вода у нас отвечает за будущее. Вода связана с подсознанием, с эмоциями, с движением в глубину, можно так сказать, в то, что не на поверхности, в какие-то, знаете, заныривания в себя. И вот здесь как раз нам говорят о том, что насколько вы соединены с темой смерти, насколько у вас корректно выстроены с этим отношения, настолько вы соединены, в принципе, с чувственностью. И с любовью, и с жизнью, и с эмоцией, с любой эмоцией. Да? То есть как будто бы тема смерти, она обостряет наше состояние радости бытия. Вот как будто бы если убрать эту тему из нашей жизни, тускнет свет, тусклые краски как будто бы у нас появляются. Тем более, смотрите, здесь у нас еще и аркан вдохновения. Здесь очень много романтизма, воспевания, вдохновения. Мы знаем, что много поэтов романтизировали, да, вот этот вот образ и так далее. И вот в данном случае нам показывают, что наше отношение, оно какое-то двойственное. Как от страшного такого чего-то, от чего-то хочется уйти, до какого-то, наоборот, манящего романтизма, которое засасывает тебя в какую-то глубину. Если человек начинает глубоко разбираться с темой смерти, у нее есть такая привязчивая энергия, она начинает как будто бы тебя увлекать. Она начинает тебя засасывать, увлекать, и ты начинаешь постепенно вдохновляться вот этим культом. Она очень легко перерастает в культ. Поэтому, видите, нам намекают, что жизнь и смерть всего лишь это, в нашей дуальности это всего лишь две чаши, два. Между ними жизнь, да, миг. Один миг. Между ними просто миг. Ну что, это пока то, что идет из потока. Да, еще идет вот такая карта «Новый взгляд». Посмотрите на мир по-новому, взаимопонимание и сострадание. Тоже посмотрите на мир по-новому. Я хочу показать, что вы видите здесь звездное небо и планета Земля в космосе. Да. Это про что? Это про то, что смерть имеет отношение к порядку, к балансу, к тому, что так устроен мир, все, что рождено, должно когда-нибудь исчезнуть, и даже звезды, которые живут долго, бесконечно долго по сравнению с человеческой жизнью, когда-нибудь гаснут. И так устроен этот мир. Вот. И здесь вот нас призывают посмотреть на эти вещи более глобально, оторваться от своей персоны, да, вы ощущаете себя каким-то мурашиком маленьким, когда смотрите на звездное небо. Но давайте разбираться с темой смерти. Посмотрим, как вы относитесь к смерти, ну и через это, как вы относитесь к жизни. Итак, первая позиция, тайм-код. Кана и Лагус. Здесь такое отношение, хочется жить здесь и сейчас. В принципе, есть принятие этой темы. Ну-ка посмотрим, что у нас здесь. Да, 16-й аркан башня. Но здесь как-то нормально. Да, храбрость, 11-й аркан сила. Здесь нормально. Здесь вот именно смерть как трансформация. И здесь какая-то вот здесь сквозит жажда жизни. Жить здесь и сейчас. Жизнь так коротка, хочется прожить ее ярко. Любой эксперимент вы уважаете, вы готовы идти прямо практически напролом. Я не могу сказать, там, что тут обезбашенные люди, но на самом деле по аркану башня, я думаю, что вы достаточно обезбашенные. Потому что вот ради какого-то острого ощущения, ради какого-то эксперимента вы готовы на риск. Тут пока она ясно, сразу. То есть что вам не предложи,
Так, The Heartless Love, бессердечная любовь из тени у нас вышла. Что тут у нас еще? Угу. Ловушка предательства. Так, интересно. Божественная любовь. И что тут у нас? Валет воздуха. Восхищение. Дети солнца. Внутренний ребенок, нежность, невинность и редкий дар. У вас состояние, смотрите, смерти выглядит как благодать. Вот как будто бы, знаете, это больше выглядит как благодать и забвение. Вот у вас ощущение смерти – это как потеря памяти. То есть для вас смерть – это просто неосознанность. Можно сказать, что смерть у вас, для вас – это как сон души. Это когда человек забывает, кто он есть на самом деле, когда он предает себя. Вот это для вас смерть. Смерть для вас – это состояние, когда вы живете с закрытым сердцем, когда вы не можете отдавать, служить людям, когда ваше сознание не помнит себя. То есть у вас вот такое отношение. Вот. И для вас, вот я не вижу здесь страха смерти вообще, здесь больше, знаете, как бы страх, если уж так как-то его страх что-то вот, вам хочется просто жить на полную катушку, и вот здесь такое, знаете, как бы пусть даже будет больно, но зато я буду чувствовать эту жизнь. Вот вы как бы идете в болезненные даже сценарии. У вас такое вот, знаете, вы обостряете себе мировосприятие. Вам нужно чувствовать драйв. И здесь такие экспериментаторы, которые хотят даже, может быть, где-то испытывать судьбу. Вот где-то испытать себя, испытать судьбу, чтобы почувствовать кайф от жизни. Вот такое у вас отношение. И по-настоящему оно у вас, скорее всего, в переходном возрасте было вообще очень сильное, потому что здесь выпал даже валет воздуха. Но где-то в глубине души вы благодарны Творцу за то, что есть возможность получать адреналин от этой жизни. У вас внутри живет вот некий вот такой ребенок, экспериментатор, обезбашенный какой-то ребенок, который вот сколько ему ни говори, не лезь, не трогай, будет плохо, будет больно. Нет, он лезет, он делает, это его жизнь. Это его жизнь, вот желание жить на полную катушку. В принципе, могу сказать вам, что приветствую такое отношение. У вас даже есть еще, знаете, такой момент. Интуитивно вы можете чувствовать приближение опасности. У вас достаточно развита интуиция. И, кстати, это благодаря тому, что вы всегда готовы столкнуться с трудностями. Вы их не избегаете. Тоже классный момент. Довольно много лидерства здесь я вижу. Поэтому люди, лидеры обычно, они не идут по пути избегания, да, вот как бы прожить ярко, как-то прожить как-то заметную жизнь, вот это для вас важно. Когда-то вы пережили конфликт, внутренний конфликт, то есть не всегда так было, вот было какой-то у вас, я все время чувствую позицию ребенка, когда вы не воспринимали этот мир адекватно, когда вам не нравилось то, что здесь так все устроено. Но вот сейчас вы уравновесились мудростью. То есть вы вот видно, что вы не принимали, но приняли в конце концов концепцию, что так устроен этот мир. Ну вот как-то и все. У вас отношение достаточно интересное такое, знаете, оно обостряет, скажем, вашу чувствительность, эмоциональность, будоражит.
вдохновляет и даже воодушевляет вас сделать больше, вот пока я жив, да, пока я живу, я должен гореть, я должен пылать, и вас это подстегивает к развитию. То есть вы принимаете сейчас даже концепцию того, что это может произойти в любой момент. Но даже если это произойдет сегодня, я об этом не пожалею. Здесь нет сожаления. Вот. Здесь есть только один момент, что вы можете зарабатываться, слишком, знаете, углубляться в какую-то деятельность, потому что очень много хотите успеть. Вот этого от вас это сквозит. Нужно жить, нужно успевать. Не знаю, как будто за вами кто-то гонится. Вот такое у меня состояние. Хочется для вас еще, а ну-ка, какой-то темчик. Интересный у вас такой эзотерический подход. Тут больше сквозит, знаете, как забвение. То есть моя смерть может наступить тогда, когда я забуду, кто я и куда я иду. Вот это смерть настоящая, как потеря памяти. Да, у вас тотем лошадка. Да. Ну что, я вас поздравляю. Свобода. Это ваш девиз. Не хочу думать, не хочу оборачиваться, да, не хочу смотреть назад, хочу жить на полную катушку. Вы молодцы. Давайте посмотрим, еще хочется вам что-нибудь такое, знаете. Давайте вот отсюда какой-нибудь ресурс достанем. Раз уж вы так себя сделали, несмотря на внутренние противоречия, которые вас раньше преследовали, о несправедливости мироздания, да? Тем не менее. Угу. Да, десятка мечей. Смотрите, здесь есть на данный момент понимание того, что вообще-то вот это отношение можно очень сильно трансформировать. Вы готовы уже опять снова идти в трансформацию по отношению к этой теме. Интересно, куда же вы пойдете еще? В какую еще трансформацию вы пойдете? Ну вы будете работать точно по пятерке жезлов, вы будете предпринимать какие-то усилия, чтобы осознать, как можно работать с этой темой. Ну, например, там, не знаю, можем ли мы влиять, можем ли мы как бы спорить, да, с датой смерти, можем ли мы ее каким-то образом откладывать, отсрочивать, вносить коррективы, есть ли у нас такая... Да, пятерка мечей, вы про перемены. Вы про то, что вы чувствуете, что можно, и что это не фатально, не тотально. Ну, я бы вам сказала, но я промолчу. Да, десятка, значит, темы, связанные с ресурсом жизни, с тем, что можно жить дольше, можно более быть, скажем так, ну, здоровыми, там, красивыми и так далее, намного дольше, да, то есть вас эти все темы интересуют. Вы не согласны с тем, что это вот фатально. У вас есть ощущение, что это можно изменить. Ну что ж, копайте, ищите. Вот, на таких, как вы, в общем-то, и держится вся эволюция человечества. У вас ураническая такая энергия, у вас энергия, что можно все изменить, можно все поменять, и отношение довольно-таки широкое. Я вас поздравляю. Лайки, подписочки на канал. Тайм-код. И у нас вторая позиция. Ваши отношения со смертью. Это Манас и Ера. Ну, здесь философское отношение, принятие того, что это перерождение необходимо человеку для духовного роста, для эволюции, как закон эволюции. Да, шестерка монет, такой порядок. Здесь люди порядка, да, интеграция, вот жизнь и смерть, видите, 14 аркан. То есть, ну, вы видите это как целостно,
естественно, для вас это естественный эволюционный процесс. Посмотрим, что из тени. The Queen of Bedlam, королева беспорядка, король огня, что тут еще? Эдипов комплекс, ловушка, радость и портал. Двери открываются, совершите выбор и награда. Ну, для вас это не только там не страшная тема, для вас вообще как будто даже притягательная. У вас есть такой момент, что там, где-то там есть лучший мир. Лучший мир. Он более высокий по вибрациям, по отношению, чем вот здесь, чем здесь, где мы живем, да. И вот этот лучший мир, он даже вас где-то и тянет, и привлекает, и не только не страшит. Вот у вас какое-то идет ощущение, что да, в принципе, и хорошо. Хорошо, что этот хаос, этот бред когда-нибудь закончится. Вот. Кроме того, достаточно вы креативная личность для того, чтобы, ну, я не вижу, чтобы вы жили скучно. То есть при этом вы прекрасно чувствуете себя и в этом мире. У вас король огня, как совет, ну что, попробуйте еще больше расширить свои, скажем так, свое отношение к смерти, попробуйте к нему добавить больше воли и харизмы. Здесь знаете что? Возьмите какие-то вещи под контроль. Поверьте, что вот вы можете на самом деле влиять на очень многие вещи. И что есть такие вот моменты, которых вы еще пока не знаете, но очень скоро узнаете. То у меня какое-то ощущение, что у вас есть момент, как сейчас скажу, как будто бы вы не пойдете по традиционному пути. Вот что-то будете вы как-то выбиваться из всех остальных людей. То ли вы будете экспериментировать с какими-то, не знаю, с питанием, то ли со спортом, то ли что-то еще. У вас какой-то может пойти коучинг, тренинг там и так далее. Вам нравятся всевозможные вещи, связанные с балансом, гармонией, там, уходом за телом и тому подобные вещи. В этом смысле вы будете довольно и сейчас уже, скорее всего, отличаетесь от большинства людей. Но в будущем вы можете даже преподавать какие-то вещи, связанные с тем, как жить гармонично, как жить дольше, как чувствовать себя в тонусе, да, и так далее. Но здесь это не через призму, знаете, вот я боюсь умереть, я боюсь заболеть, а здесь просто вот какое-то ощущение внутреннего порядка, баланса и гармонии во всем. Давайте не будем торопиться, но и давайте уделять внимание себе в настоящий момент. У вас сознание очень изменится в ближайшее время, вы больше узнаете по этой теме. Вообще высшие силы как будто бы говорят, больше экспериментируйте с вашим телом. Вы что-то измените образ жизни, измените тип питания. Вот вы не будете идти по тому пути, по которому идут другие люди. Вот это точно. Вам хочется как будто бы чувствовать соединенность со своим телом большую, чем большинство людей. То есть вы не забиваете на свое тело на самом деле. Давайте посмотрим. Вы все воспринимаете как единый организм. Может быть, кстати, вас захватит идея трансформации перехода вместе с телом. Да? Вот в 5D есть же такая идея, что можно перейти в 5D без потери тела. Вот это тоже идея интересная для вас. А можно ли сознанием управлять телом? Да? Да, можно, конечно, можно. Давайте посмотрим ресурсы, какие у вас в этой теме. Так, паж чаш, паж мечей. Ну точно, тут вы будете новые какие-то технологии, прямо экспериментаторы какие-то у нас тут идут. Рыцарь монет. Вам нужен, да, еще и 22-й аркан шут.
Смотрите, тут какие-то прямо новые технологии, связанные с, не знаю, с обнулением каким-то, с очищением, с перезагрузкой физического тела. Как сделать себя, здесь даже не продление жизни, а вот больше гармоничным. Гармонично чувствовать себя внутри своего тела. Ну и постоянно вот вы будете испытывать какое-то желание попробовать что-то новое. Я даже не удивлюсь, если вы, ну не знаю, то ли вы недавно что-то испытали, какую-то новую программу, ну вы понимаете, очистительную, может быть какой-то тренинг там прошли, то ли вы сами создадите какую-то программу и будете помогать людям, то ли вот в ближайшее время вам хочется что-то изменить в питании, в образе жизни, там, поведениях и так далее. В общем, тут все нацелено на здравие, на здоровье. А смерть для вас, ну как-то легко. Вы верите в то вообще, что можно, в принципе, даже в теле перетекать в иные измерения? Вот от вас это исходит история. Если нет, то вы к этому можете прийти. Ваше сознание к таким каким-то технологиям открыто. И что можно какой-то renovation, да, делать, то есть какой-то апгрейд своего тела, да, какой-то лайфхак вот вы можете придумать по отношению к апгрейду тела. Он тут даже маг, смотрите. Ну точно. Это интересно с вами познакомиться, друзья. Не знаю, у нас тут такие эзотерики собрались. Такое отношение интересное со смертью у всех. Круто! Я очень рада, что на моем канале такие люди. Пишите комментарии под этим видео. То есть для вас и тоже. Если у вас такое отношение к смерти, то представляю, какое у вас интересное отношение к жизни. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Тайм-код и третья позиция у нас дракончики Земли. Ваше отношение к смерти — это Ингус и Тейвас. Тут нет принятия этой темы. Здесь есть ощущение, ну, может быть, правда, знаете, какое ощущение? У нас есть ресурсы жить очень долго. Вот это ваша тема какая-то. У нас есть возможности сделать нашу жизнь лучше. Мы можем сделать больше. Здесь какие-то, знаете, такие вот техники, связанные с продлением жизни, очень интересно. Да, рыцарь мечей, смотрите-ка. Терпение, семерочка. Сон, песня. Так, верховная жрица. Процветание. Дар, юмор. И Хираэт, тоска по дому, стремление к звездам. Смотрите, смотрите, тоски я тут от вас не чувствую. Стремление к звездам — это, конечно, прекрасно. Здесь больше я осознаю, что человек не торопится, во-первых, никуда. Я думаю, что практически даже не думает об этом. Ему настолько интересно, он настолько хорошо себя чувствует в теле, в жизни, ну не знаю. Здесь больше чувствуется материя. Материя. А вот как раз-таки рекомендация задуматься. Это интересно, вас пугает тема смерти или нет? У меня такое, знаете, какое-то есть легкое состояние. Господи, что это за тема, тема смерти? Ну, вы всерьез к ней не относитесь. Вы больше думаете о том, как прожить жизнь долгую, как прожить жизнь изобильную, как процветать, как сделать жизнь лучше, какие технологии сейчас есть. Здесь большой оптимизм на самом деле. А вот высшие силы вам говорят, а вообще-то стоило бы вам задуматься над темой смерти. Это бы вас уравновесило и сбалансировало, потому что у вас есть такая энергетика всех победить. Вот как будто бы тема смерти вас немножко успокоит. Она даст вам состояние созерцания, спокойствия, смирения, больше
как-то отстраненности, у вас как-то вы в гуще, знаете, вот такое впечатление, что вы в бурлении в каком-то находитесь. Ну, с одной стороны, классно, оптимисты, люди, которые хотят как бы жить здесь и сейчас, жить хорошо желательно, все в ваших руках, то есть тут такая вот энергия, все в моих руках. Не боитесь вы никакой смерти, ничего вы не боитесь, вы о ней даже не думаете. А высшие силы говорят, а вы подумайте, интересно, зачем, да? Сейчас посмотрим, какой ресурс в этой теме для вас. Вас куда-то отправляют вот в практике, какие-то в медитации вас куда-то отправляют. Скорее всего, вас отправляют в работу с подсознанием для того, чтобы вы вспомнили как-то какие-то свои ресурсные воплощения, может быть, и так далее. Но если вы уже смотрите мой канал, то понятно, что что-то такое вас должно интересовать. Так, 7 чаш. Угу. Туз мечей. Влюбленные, 10 чаш. Да, это ресурсные воплощения. Смотрите, интересно. Тут вам рекомендуют какие-то трансовые погружения, медитации на тему ресурсных воплощений. То есть вы могли бы еще лучше жить, еще больше, еще быть более успешным, например, как-то выстроить отношения, найти пару, создать семью, я не знаю, все, что вы хотите, но вас все это очень интересует, вообще вы как-то за материю, за практическое применение. И вот вам как будто бы говорят, что, ну, может быть, не сама тема смерти, а тема каких-то трансовых погружений, регресса, какой-то еще такой вот тайный, да, то есть работы с подсознанием. Вас уводят вот в эту тему, чтобы вы взяли ресурс. У вас какой-то есть ресурс в душе, да. То есть это сделает вашу жизнь еще более процветающей, еще более радостной. Это не сделает вашу жизнь более печальной. Тема смерти как-то вас уводит в состояние ресурса. Вы многого не знаете о себе. Интересно, кем вы были в прошлых жизнях, потому что почему-то вас направляют вот в эти парапсихологию, в какие-то дебри такие, интересно просто. У вас там внутри колоссальный ресурс. То есть не столько вас, вот знаете, вот эта тема перерождений. Кто я, откуда я, где мои корни, тема рода, каких-то прошлых жизней. В общем, здесь вот истоки. Истоки. Не знаю, о чем вам это говорит. Здесь такая информация. Как будто бы, знаете, убрать немножко материализма у вас и добавить вам как раз вот темы реинкарнаций каких-то, больше эзотерических тем. Вы в этом найдете большой ресурс. Ну что, если все это вас реально заинтересует, добро пожаловать в наши практики, тем более, что в это воскресенье у нас будет коллективная медитация. Будем работать с 8 чакрой, как раз заниматься материализацией. А вы у нас как раз по материи. Вам интересно, чтобы там теоретизировать не интересно, а интересно практически, да, достигать каких-то результатов. Ну что ж, я очень рада, что вы так здраво относитесь к теме смерти. Обратите внимание на подсказки высших сил. Возможно, вы захотите связаться со мной лично, написать мне. Вся информация есть под этим видео. Благодарю вас, лайки, подписочки. И у нас 4-я позиция. Ваши отношения к смерти. Дракон воды. Это Солнце и Альгиз. Нормально. Да, звезда. Привязанность к прошлому.
Вас действительно вот сразу фанила какая-то история. Вам очень близка тема смерти и даже больше, чем тема жизни. Вот здесь как будто бы, знаете, такие люди собрались, которые любят все таинственное, все такое паранормальное, психологию и тому подобные вещи, медитации, познание себя, стремление к звездам, к непознанному. И поэтому здесь как-то вообще, это, знаете, некий магнит для вас. Вот что бы там ни говорили, а вас влечет как раз-таки тема смерти. Она вас даже привлекает. Да, The Lady of the Forest. Да, у вас жрец. У вас вообще, кстати, вот сразу пошла тема жречества. Я сразу подумала о том, что вы в каком-то воплощении там были, возможно, жрецом, а жрецы, они всегда у порога смерти стоят, жизни, смерти, да. То есть они занимаются переводом души через порог. Поэтому у вас отношения со смертью, ну, как, не знаю, как с коллегой, я бы так, наверное, сказала, вот такое отношение. Так, ловушка гнев, божественный свет и ослабь хватку, контроль, зависимость, пусти благодать в свое сердце. В прошлых воплощениях, смотрите, были не только жреческие у вас воплощения, но были у вас и воплощения очень травматические, где вы теряли как-то близких, были какие-то очень сложные отношения со смертью, было непринятие смерти. Вот. И что я могу вам сказать сейчас? Вы с этим работаете. Вы работаете с этим и возвращаетесь в состояние человека, который именно проводник. То есть тут пришли проводники, люди, которые, в принципе, я же говорю, со смертью просто как коллеги. То есть это часть их работы. Ну никак. Ну вот просто так. Единственное, что вот эти вот травмы прошлых воплощений, да, здесь сквозят. Здесь что-то личное такое, недопережитое. Давайте посмотрим, какой ресурс у вас в этой теме. Что высшие силы покажут. Что-то очень-очень личное. Так, ресурс, стройка чаш. Ну вот до этого состояния еще пока не дошло. То есть на самом деле вы можете поучиться у первой позиции вот этому состоянию, когда жизнь слишком коротка, чтобы как-то плакать, огорчаться. Ну то есть умейте быстрее отпускать. Здесь есть вот такая какая-то энергия, что к самой смерти вы относитесь нормально, но когда это касается конкретного человека, близкого вам человека, вы сразу вот не можете отпустить. Вот у вас двойственное состояние. То есть если где-то там, как-то там, то вроде бы нормально. А когда близкий человек, то сразу начинается зажимаем, да, не пускаем. Не можем отпустить человека. Да, 8 мечей. Колесо фортуны. И 9 монет. Ну, смотрите, в принципе, смотрите, сама тема смерти для вас абсолютно не проблема, а для вас проблема отпустить. Отпустить человека, отвязаться, убрать эгоизм, да, убрать залипание на ком-то и так далее. Но это немножко другая история. Мы ее сейчас не разбираем. Здесь больше история про неумение отпускать близкого родного человека, если ему пришло время перейти, да? Но в то же время вы проводник. И если вот, например, брать других людей, вы можете быть проводником, вы можете работать в каких-то астральных нишах, вы можете, вот у вас верховный жрец и жрица здесь тоже чувствуется. То есть вы можете работать абсолютно в теме рода, в теме жизни, смерти, перехода, порога. Это вообще ваша тема. Это вообще ваша тема. Тут я никакой проблемы не вижу. Работайте над отпусканием, над какими-то личностными собственными характеристиками, и будет вам счастье. Вот тут у вас прямо фонит кармическая справедливость. То есть если вы
Но это все по отношению к близким и родным. Как-то к посторонним людям я здесь не чувствую привязчивости, а вот к близким людям, да. Вот. Ну вот умение радоваться и наслаждаться моментом здесь и сейчас, а когда придет время перемен, отпускания, то суметь вовремя отпустить, не растеряться и даже помочь человеку перейти этот порог. Но было бы для вас очень хорошо, если бы вы это осознали. А так у вас вы молодцы. Я вас приглашаю принимать участие в наших жреческих практиках, потому что у вас прямо жреческие какие-то корни чувствуются. Рада тому, что такие осознанные люди приходят на каналы на реальность. Приглашаю вас дружить. Пишите мне, звоните. Я обожаю новые знакомства. Приходите к нам в группу Беркана в Телеграм. Вы почувствуете себя как дома. Люблю вас, нежно обнимаю. С вами была Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока-пока.